Друзья мои, приветствую вас на своем канале. У меня сегодня для вас вот такой вкусный, сочный каскад орхидеи Джо Райт. Ребята, эта орхидея очень-очень забытый всеми нами сорт, крупноцветковая, пышно цветущая красавица. Она мне досталась случайно. Я вам историю этой орхидеи рассказывала, перевожу вам камеру на нее. Эту орхидею я купила в цветочном магазине после того, как с нее срезали все цветоносы для букетов. И уценили, поставив цену на нее 100 гривен. То есть очень доступная цена, очень хороший крепкий куст. Замечательная, девочки, корневая. Посмотрите. Видите? Полный горшок корней. И на горшке пробито название Joy Rite. Я не имела понятия, что это за орхидея, потому что продавец магазина просто прикрепил листочек бумаги, на котором было написано ярко-малиновая орхидея. Все. Но придя домой с этой орхидеей, я, конечно же, начала изучать надписи на горшке и увидела название сорта. Сразу же я начала искать информацию про этот сорт. Первое видео с этим сортом мне попалось с канала Георгия Горячевского. И я просто ахнула, когда увидела, на что способна эта орхидея, на что способен этот сорт фаленопсиса. В общем, девочки, я, конечно же, не надеялась на ближайшее цветение в ближайшее время этой орхидеи. Не надеялась и не ждала. И в моих планах было пересадить эту орхидею в больший горшок. Я уже его приготовила, купила кору, продумала, какую посадку я ей организую. Но нет, орхидея выдала цветонос, видите, ярусом выше. На нижнем ярусе были 2 цветоноса от садовника, и выше ярусом она выдала цветонос. И я отложила это мероприятие до лучших времен, так скажем. И не пожалела, потому что я не вторглась, потому что в моих планах было полностью распотрошить посадку, найти, если там есть торфяной стакан, извлечь. Ну вот наши стандартные процедуры во время пересадки. И, конечно же, наше вмешательство всегда сказывается на состоянии, на самочувствии орхидеи. В общем, девочки, я дождалась этого цветения. Посмотрите на этот такой достаточно большого диаметра цветонос. Посмотрите, он темный такой, как характерно для всех темных орхидей. Он у меня имеет вот такой изгиб, потому что я вовремя не позаботилась о держателе, и приходится теперь вот таким образом держать каскад орхидеи, подвязка организована у меня здесь. Почему? Потому что очень тяжелый цветок. Посмотрите, это не последний бутон, который она раскрыла. Ну, надеюсь, возможно, она еще нарастит тут бутончиков. Цветок крупный, глубокий такой цвет. Это белое напыление по краям лепестков. Это что-то, форма цветка. Вот на любителя, ну, я думаю, всем понравится. У меня, знаете, у меня вчера был такой интересный, забавный случай. Орхидея себе стоит тихонечко тут в уголочке. Я немножко ее переставила, она стояла, смотрела в окно. И мой младший сын, я ее развернула, проходил мимо вчера вечером и говорит: мама, ты опять купила новую орхидею, понимаете? Я говорю: нет, сынок, это моя уже подружка, уже она у меня где-то полгода дома находится, в домашнем моем уходе. И так она меня порадовала в этом году, в этом сезоне. Причем, получается, толком перерыва она для себя не сделала. Вырастила 7 бутонов.
Ну, ребята, я подозреваю, что это не весь потенциал. Видя, как она цветет у вас, ребята, напишите в комментариях, у кого есть этот сорт. Я поняла, что здесь можно ожидать очень много интересного, много сюрпризов. К сожалению, сейчас свет от окна, а вечером она более яркая в вечернее время дня. Посмотрите, крупный цветок, очень крупный. И посмотрите, форма блюдца, как любят называть архаманы, кругленькая. Вот, понимаете, мы сейчас все гоняемся за какими-то новыми сортами. Биглипы, какие-то новые гибриды. Но посмотрите, ведь с чего все начиналось, ребят? С чего все начиналось? А начиналось все с классики. А классика, она всегда популярна, она не выходит из моды. Что она меня за это время нарастила? Конечно же, она активировала свой корневой рост, нарастила мне корешков полный горшок, там уже они не вмещаются, не помещаются, но пока еще они стремятся в грунт, поэтому я еще пока ее не трогаю, пускай цветет. Вот этот лист бешеными темпами она растит у меня, параллельно с формированием цветоноса, параллельно с раскрытием бутонов. В общем, стабильный, ребята, классический, красивый крупноцвет, который я с большим удовольствием вам рекомендую. И что самое интересное и сладенькое, это то, что этот сорт Joyride вы, я уверена, можете купить по приемлемой цене в уценках. Думаю, что убить такую орхидею в условиях магазина не так-то просто. У меня, конечно же, есть ожоги, я вам показывала на орхидее, потому что, придя домой, я с благими побуждениями водрузила горшок с орхидеей прямо на подоконник, хотя был конец сентября, начало октября, но у меня южная сторона и солнце внесло, так сказать, свои коррективы. И вот, видите, вот так выглядит, девочки, ожог. Кто еще не видел, вот так отек, ожог, вот так выглядит. Ничем я не смогла это предотвратить. Уже вот такой вот имеет лист, ну, такую деформацию. Значит, остальные вот эти все погрешности на листовых пластинах, они случились при логистике, при транспортировке. Вот это здесь, мне кажется, пытались, когда ставить держатель от цветоноса, для цветоноса, тоже, видите, повредили пластину листовую. Но ничего, орхидея справится с этим всем. И вот смотрите, как она сочно цветет для нас с вами. Она просто замечательная. Хотя говорят, что цветы цветут не для нас, а для опылителей. Ну, это правда. Но вот будем считать, что она нас тоже радует вот таким своим красивым, нарядным цветением. И вот когда, ребят, холодно, непогода, когда до лета еще далеко, вот эти каскады, они придают такого, знаете, жизненного тонуса, энергии. Вот такое сегодняшнее мое видео. Хочу вам показать и хочу вам рассказать, что классические сорта орхидей остаются по-прежнему привлекательными, легкими в уходе. И я рекомендую, особенно новичкам, начинать вот с таких простых сортовых орхидей, которые не требуют сильно много сил, не требуют сильно много знаний. Главное вовремя там их полить, не перелить и не залюбить. Так я всегда говорю. В общем, друзья мои, вот такая вот красота у меня на березке появилась. Кто б мог подумать. Орхидея, друзья, не ароматная. Ждать от нее каких-то ароматов не приходится. Сорт не ароматит. Но впечатляет. Все, друзья мои, на этом хочу
сказать вам до скорых встреч на нашем канале. По традиции всех обнимаю и шлю вам солнечный горячий привет из нашего прекрасного города, из Одессы. Пока-пока, друзья!